Здравствуйте, друзья! Продолжение прошлого видео. Расскажу вам еще об одних своих орхидеях. Ну, конечно, не о всех, потому что я не могу выставить на стол все свои орхидеи. Их у меня очень много. Просто поставила несколько экземпляров для того, чтобы вам рассказать о другом удобрении, которое я применяю на своих орхидеях. Я о нем уже не раз рассказывала, но разница с прошлым видео и с этими орхидеями будет, наверное, видна невооруженным взглядом. Как и за теми орхидеями, так и за этими орхидеями. Я сначала ухаживаю одинаково. То есть отцвела орхидея, я обязательно ее удобряю каким-то удобрением, которое содержит большее количество азота. Здесь я применяла вот такое удобрение Плантофит, в котором 30% азота, 10% фосфора и калия. Причем на этом удобрении написано, что оно действует только по листу. Я так подумала и для себя решила, что по листу это, конечно, хорошо, когда у вас огромное поле, несколько гектаров, и для того, чтобы полить вам это поле, вам придется использовать такой не один пакетик, а, я не знаю, там, мешок таких удобрений. И все равно вода пройдет в почву вместе с удобрением, и получат корни удобрения или не получат, это большой вопрос. А если в больших хозяйствах их опрыскивают, то, естественно, по листу они получат, конечно, удобрения больше. Но так как я-то поливаю, у меня всего-то маленький горшочек, и я поливаю корни, я его использовала как корневую подкормку. И поняла, что разницы я не почувствовала. Прекрасно орхидеи растили и корни, и листики, и здоровы были. Все было замечательно. Таким удобрением я примерно делаю 3-4 подкормки. Ну, то есть через полив, как всегда. Один раз поливаю с удобрением, другой раз без удобрения. Ну, где-то получается подкормить 3 раза азотом. Ну, 3, максимум 4, больше не получается. Потом я перехожу на вот такое удобрение, которое я очень люблю. Оно очень бюджетное. Оно стоит сейчас от 9 до 10 рублей. Продается в магазинах. У нас продается в Ашане, продается в садовых центрах, продается в магазинах сад-огород. Замечательное удобрение. Здесь это у них старая была упаковочка, сейчас новая упаковочка. Здесь фосфора 50%, а калия 36%. Что делают фосфор и калий? Ну, фосфор, он очень хорош для роста корней, и сейчас я вам покажу, какие фосфор дает результаты для корней. Ну, а калий, конечно, для цветения. И вот что у нас же получилось с этими удобрениями. Ну, во-первых, вы видите, что растюшки выпустили по 2 цветоносика. Просто 2 цветоноса с прекрасным... Этот уже и бутончики надувает, поэтому видно. Да, каждая орхидея действует по-своему. Кто-то отцвел давно, кто-то недавно буквально закончил свое цветение. Ну, по крайней мере, они все закончили свое цветение где-то примерно месяца 3 назад. Кстати, вот эту лодочку мы с вами пересаживали в августе. Вы видели, что все были растения без цветоносов. Я вам показывала это. Кстати, все подсказочки обязательно оставлю в правом верхнем углу и под видео. И сейчас у этой лодочки, вот у одной растюшки 2 цветоноса, у другой 1 цветонос. Средняя еще ничего пока делать не хочет. Но хочу вам вот это растение показать специально для того, чтобы вы поняли, что я здесь сделала, добавила какое-то что-то новенькое. Вот видите, я ее покупала, наверное, прошлой весной. Ну, еще года растение у меня не живет. И вот здесь начались такие пожелтения на листиках. А всякие разные пожелтения на листиках, ну, растюшка-то здорова, с цветоносом стоит, это нехватка микроэлементов. Как-нибудь про микроэлементы прямо по каждому расскажу вам обязательно. Поэтому вот такое удобрение. Здесь нет микроэлементов, поэтому в такое удобрение я стала добавлять микроэлементы.
у себя в нашем городе нашла вот таких 3 пакетика с микроэлементами. Вот они. Эти 2 с гуматом калия, что для наших растений очень хорошо. А это просто комплекс микроэлементов. Здесь на обороте написано, какие микроэлементы присутствуют. Вот эти. Значит, эти отличаются. Здесь есть еще йод. Это просто гумат калия. Вот эти микроэлементы здесь написаны. Здесь дают процентовку, какие микроэлементы в каком составе. На этом пакетике, к сожалению, нет. Что я стала делать? Но опять же, я удобряю всегда через полив. И таким удобрением. Я вот в это удобрение, когда поливаю, я стала добавлять 1 раз вот такое удобрение с поливом. Но через полив. Вы понимаете, что я говорю, что не с каждым поливом я это делаю. Через полив я к этому удобрению добавляю или вот такое удобрение. Этим пока не воспользовалась, просто это плотная масса такая там. А воспользовалась вот этим удобрением. Или такое удобрение. Ну, то, что растюшки быстренько начали растить по 2-му цветоносу, это, конечно, было, ну, не удивительно, конечно, но очень приятно. А еще, что произошло, даже при том, что они выпустили цветонос, смотрите, после добавки микроэлементов они начали растить веточки. Очень активно начали растить веточки. Начинала я удобрять его без микроэлементов. И здесь появились веточки. И эта ветка уже сама большая и давно. И это растение выпустило еще 2-й цветонос. Вот здесь в малышке тоже начинают расти веточки сначала. Вот они. Вот 1, вот 2. Это еще не бутончики. Это она хочет растить веточки. Теперь вот это мультифлорка. Она тоже растит 3 веточки. Вот это веточки. А посмотрите, какие цветоносы. Ну, не в палец, конечно, толщиной. Это мультифлора, это совершенно не огромное растение, но цветонос-то какой. Еще хочу вам показать, ну, одно из моих любимых. Это у меня Рембрандт. Он всегда цвел, он не капризный абсолютно у меня. Всегда цвел очень хорошо, выпускает цветонос один из самых первых, но никогда не цвел с веточками. Было всегда 5-6 цветочков, и вот тоже наметились 2 веточки. И посмотрите, какие он еще и отпускает корни. Вот он, фосфор, который действует в этом удобрении, и какие корни. Вот корни-то почти с палец толщиной. Он, правда, не дал 2-го цветоносика, но корни выпустил просто отличные. И так везде. И так во всех растюшках. Отличные корни. По 2 цветоноса. Вот они, 2 цветоноса. Это какой-то пилорик. Посмотрим, зацветет пилориком или нет. А вот это я вам тоже хочу показать отдельно. Было видео,
где эту орхидею мы пересаживали из закрытой системы, из рюмки. Мы очень сложно ее вытаскивали оттуда. Был большой пучок корней, с которыми она росла в этой рюмке в закрытой системе. И в коре это та последняя орхидея, которая жила у меня в коре. И в коре она всегда давала по одному цветоносу. Вот, пожалуйста, керамзит, 2 цветоноса. Полив, правильный полив. Так что я вот этим удобрением очень-очень довольна. И вот этими добавками к этому удобрению. Потому что вот такие пожелтения листиков как раз-таки из-за нехватки микроэлементов. Так что не бойтесь, поливайте свои орхидеи с удобрением. Я никогда не делаю меньшую концентрацию удобрения. Вот как написано на пакетике, если здесь написано 1 грамм на литр, я использую 1 грамм на литр. Если здесь написано на пакетике, что тоже там 1 грамм на литр используется, я использую всегда 1 грамм на литр. Причем смешиваю вместе. Почему я никогда не уменьшаю дозу? Я не делаю занижение дозы никогда, потому что сам производитель уже занизил дозу для бытовых нужд. Поэтому не докормить орхидею, мы получим какой-нибудь обратный эффект. А подкормить орхидею, эффект-то хороший, замечательный. Поэтому следуйте указаниям, те, которые написаны на упаковочке. И вы получите точно такой эффект. Не бойтесь, удобряйте. Но я еще хочу сделать один эксперимент с цветущими орхидеями. Когда все орхидейки зацветут, естественно, фосфором и калием я уже удобрять не буду. Я хочу продолжить удобрять орхидеи только микроэлементами. И вот здесь не спешите повторять это за мной. Посмотрите, какого эффекта или обратного эффекта. Может быть, я сделаю это на 10 растениях. Но я хочу в период цветения продолжить удобрять только микроэлементами. В них нет азота, в них нет фосфора, который способствует сбросу цветов и наращиванию зеленой массы, а микроэлементы. Попробуем, что у нас получится. Ну, в общем, вот такие хорошие эксперименты, добрые, с орхидеями, я в этом году для цветения сделала. Надеюсь, что с этим удобрением у вас зацветут все ваши орхидеи. Спасибо, что пишете в комментариях ваши результаты. Мне очень приятно, что у вас тоже все получается. И если хотите узнать продолжение, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Я все вам обязательно расскажу. Увидимся на канале.